Доброе утро, друзья! 9 июля, воскресенье, утро. Что может быть еще лучше? А лучше может быть только дынная теплица, в которой есть дыньки, которые меня очень радуют. В этом году меня очень радует дыня Портальта. Вот она лежит, желтенькая, кругленькая. Радует дыня Ремель. У нее целых 2 плода. И у меня такое ощущение, что этот уже начинает желтеть. Хотя это маловероятно, она достаточно долго зреет. Второй плодик значительно меньше. Все-таки силы этого кустика не хватает. Но ничего страшного. Радует дыня Торпеда. Правда, вчера она умудрилась потрескаться. И я очень подозреваю, что теперь она может не доспеть. Что будет, конечно, печальненько. Нельзя поливать дыни. Точнее, их можно поливать капельным поливом совсем по чуть-чуть, когда они уже вот в таком состоянии. Потому что иначе они начинают трескаться. Тут такой дынный аромат стоит. Посмотрите. Это дыня Western Shipper. Ой, она у меня уже 2-й год поспевает 1-й. У нее заболели листочки. Но вполне возможно, что это из-за того, что на ней 3 плода, и все 3 плода созревают. Ой, какой дынный аромат, какая прелесть. Что я хочу сказать? Лечение, которое я провела в прошлые выходные, помогло. Вот эти места, которые были замазаны хомом, они больше не прогрессируют. И новых пятен я не вижу. На других растениях тоже не вижу. То есть привикур, которым я пролила, скорее всего, сработал. Опять пришел гость. Я ж тебя уже покормила. Но это какое-то очень голодное создание. Молодой растущий организм. Посмотрите, на баклажанах маленький баклажанчик, но его уже сожрал слизень. Вот баклажаны, в отличие от других растений, они не отбрасывают подпорченные. Но вернемся к дыням. Дыня Western Shipper. Дальше что у нас тут есть? Завязались новые дыньки маленькие. Завязались даже без моего участия. Вот еще растет одна фицефалия. Фицефалии я оставила 3 плода. Один здесь, один наверху. На один куст. Но она продолжает активно разбрасывать плети. И у нее есть особенность у фицефалии. У нее плети в каждом междоузле прирастают к земле. Поэтому это растение такое мощное. То есть приходится не просто обрезать плети, но и выкапывать корни. Я вот это сделала. И теперь фицефалия у меня достаточно компактная, занимает только 1/3 теплицы. Вот у меня вопрос. Может, кто-то знает, как должен выглядеть спелый плод фицефалии? В какой момент его можно будет уже убрать? Срезать, сорвать? Вот совершенно не знаю. 1-й раз посадила. Дыни, понятно, должны пожелтеть. Тыквы должны тоже изменить окраску. А фицефалия, я смотрела, она вроде бы такого цвета и остается. Как арбуз. Но арбуз мы определяем по усику лопаточки и по количеству дней. Здесь я не вижу, да, вот тут есть тоже усик, тут какое-то растение засохло, горох, наверное, был. Что тут у нас есть? Лопаточка, я не наблюдаю лопаточки, я наблюдаю только усик. Вот он, пока зеленый. Вот сколько дней должна зреть тыква, вот эта фицефалия? Если кто знает, напишите, пожалуйста. Потому что я даже не нашла такой информации в интернете. Да, вот не нашла. Я смотрю, что очень несколько дынь уже одновременно начинают дозревать. Вот эта дынька, не знаю, как она называется, вот она тоже уже начинает желтеть. И в следующие выходные она точно будет уже спелая. Вот завязалась новая дынька. Это у нас кто? Ау! Куда-то пропадали все этикетки. Так, это дынька Амал. Дынька Амал. Вот она завязалась. А здесь завязались
новые дыньки канталупы, 2 штуки я показывала. Вот одна, вот вторая еще не подвязанные у меня. А здесь поспевает сладострастница. Вот эта сладострастница, она какая-то не живая, не мертва. Вот она опустила плети, хотя здесь все влажненько. Я так подозреваю, что там походили землеройки. Но посмотрите, плодики у нее выросли небольшие, они пока не отваливаются. Дыни очень легко, кстати. Опачки, опачки. Определить, спелая она или нет. Дынька, она отваливается. Все. Будет у нас сегодня малюсенький витаминный сейчас. Пахнет дыней. Очень такой тонкий аромат, не сильный, не навязчивый. Ну, попробуем. В ней, конечно, даже килограмма нет. В этой сладострастнице. Но это же приятненько. Завязалась она, кстати, 12.06. А сегодня у нас 9.07. Вот так столько времени ей нужно для того, чтобы поспеть. Так что потихоньку дыньки растут, радуют. Появилось очень мало женских цветов. Женские цветочки вот почему-то вот делают вот так. Не хотят больше завязывать. Вот то, что у них есть, не хотят больше нарастать. Возможно, их нужно обрезать, чтобы пошли боковые побеги. Я уже показывала, что на дынях женские цветки растут. Вот сейчас на вот этом покажу. Смотрите. Вот стебель 2-го порядка, а вот стебель 3-го порядка. И на стебле 3-го порядка в 1-м междоузле есть женский цветочек. Дальше, если этот цветочек завяжется, в основном плеть дальше не растет. Но если цветочек не завязался, то плеть продолжает расти. И вот что из нее вырастает. Вот такая длинная, бесполезная плеть. Она не дает больше женских цветков. Вот здесь вот смотрите. Вот завязался, не завязался, но пропал. Скорее всего, из-за недели холода, а может из-за того, что приболел. И вот дальше уже не будет женских цветов. Вот, я нашла еще одно место, где пропало. Сейчас срочненько не буду обрезать, а срочненько просто замажу хомом. То есть, хоть я и поливала привикуром, но, тем не менее, вот эта инфекция в стебле, она продолжается на дынях. Ну, поскольку на тех дынях мне удалось побороть эту инфекцию, я уже не так сильно переживаю. Я то знаю, что я здесь тоже смогу с этим справиться. Просто нужно намазать хомом. У меня даже здесь в теплице лежит специальная кисточка. Так, носок под ногами. Вот, висит кисточка. Она замазана хомом, хлорокисью меди. И сейчас я буду продолжать мазать. И еще у меня тут проблема с баклажанами. На них завелся паутинный клещ, но с паутинным клещом я тут борюсь и достаточно успешно, потому что дальше он не распространяется. Я в прошлый выходной побрызгала бетоксибациллином в самую жару, и вот сегодня часов 12 я побрызгаю бетоксибациллином, и я думаю, что будет все в порядке. Но начали сохнуть и отваливаться нижние листочки. Я думаю, что, скорее всего, это связано с тем, что там ползала землеройка, и эта землеройка повредила корни. Но, возможно, кто-то знает. Смотрите, листики вот так вот пятнистые на баклажанах, и потом они засыхают и отваливаются. При этом никаких вредителей с этой стороны не наблюдается. Если кто-то знает, может быть, что это за болезнь на баклажанах и чем ее лечить, я, конечно, попробую сегодня тоже пролить их привикуром. В общем, борьба за урожай идет полным ходом. Вот этот маленький, помните? Ой, носок, извини. Вот этот маленький баклажан, который был ни жив, ни мертв, вот он сейчас выглядит лучше, чем те, которые выглядели хорошо. Смотрите, вот с этой стороны. Вот такие 2 хилых. И опять же, про совместные посадки. Видите, тыква, она прирастает в междоузлиях. И она пускает корни. И я думаю, что, скорее всего, вот это не тыква, а фицефалия. Скорее всего, она не дает расти вот этим 2 баклажанчикам. А может быть, как раз им мешал вот этот замечательный землеройка, которая здесь ползала.
Вот такая вот ерунда. То есть тыковки растут, фицефалия точнее растет, дыньки зреют. И если бы вот здесь у этой сладострастницы не пропала плеть, то я думаю, она могла бы заново начать расти и дать второй урожай. Потому что первый-то урожай у нее вот он поспел уже. Но вот эта сладострастница расти никак не хочет. Смотрите, вьюнок забрался выше, чем растет сладострастница. Надо его уничтожить. Так что настроение хорошее, бодрое, еще целый день выходного. Дыньки зреют, котики мурлычут. Всем хороших урожаев, всем хорошего настроения. Всем пока-пока.